Всем привет, меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это четвертая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого красивого букетика, который превращается в красивую куклу. Вяжем платье-букет. Для начала свяжем основу этого платья, платье-футляр. Оно же играет роль стеблей букета. Итак, берем плюшевую пряжу в цвет платья-футляра, основной крючок и набираем 19 воздушных петель. 1, 2, 18, 19. Далее будем вязать в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка. Вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем одну прибавку, провязываем за одну стеночку петли 2 столбика без накида. И повторяем такую комбинацию до конца ряда. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязанием. И итоговое количество петель в этом ряду, в первом, должно получиться 24. Провязали. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующий ряд, второй. В этом ряду вяжем, как обычно, за обе стеночки петель и вяжем такую комбинацию: 3 столбика без накида, 2, 3. Далее вяжем одну прибавку, и так мы повторяем до конца ряда. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 30. Провязали. Следующий ряд, третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну прибавку и так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 36. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали. Следующий ряд, четвертый. В этом ряду вывяжем пройму для рукавчиков. Для начала вяжем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. По полотну вязания пропускаем 10 петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в 11 петлю вяжем столбик без накида. Провяжем еще 7 столбиков без накида. Далее вяжем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Здесь мы также пропускаем по полотну вязанию 10 петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в 11 петлю вяжем столбик без накида. И до конца ряда провяжем еще 3 столбика без накида. То есть у нас в начале ряда было 4 столбика без накида и закончили тоже 4 столбиками без накида. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Следующие 5 рядов, кстати, в этом ряду у нас должно получиться 22 петли. Так как по 10 петель мы пропустили, по 3 воздушные петли добавили, и итоговое количество петель в четвертом ряду должно получиться 22. Следующие 5 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 22 столбика без накида. С 5 ряда по 9 включительно. Там, где у нас цепочка из воздушных петель, вяжем за задние стеночки петель.
по цепочке 3 столбика без накида. Помогаем себе крючком меньшего размера. После цепочки вяжем, как обычно, за обе стеночки петель. И на этой цепочке также повторяем. Вяжем за задние стеночки петель, провяжем 3 столбика без накида. И до конца ряда, как обычно, за обе стеночки петель провяжем вот эти 4 столбика без накида. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали следующий ряд, 10. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну прибавку. Такую комбинацию повторяем всего 4 раза в этом ряду. Одну комбинацию провязали. Далее провяжем еще 3 раза, 4 столбика без накида плюс 1 прибавка. И закончим этот ряд 2 столбиками без накида. В конце ряда провяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вот они в конце 2 столбика, 2 петли, провязываем за них 2 столбика без накида. Воздушная петля, разворачиваем наше вязание. Следующий ряд, 11. Этот ряд мы будем вязать за задние стеночки петель. Вот эта вот сторона, это лицевая сторона платья. Вот они, рукавчики у нас не на внутреннюю смотрят, а на наружную сторону. И вот начало ряда. 11 ряд вяжем за задние стеночки петель, а передние стеночки петель мы оставим для того, чтобы на этих петлях вывязать верхнюю юбку платья. Итак, вяжем 26 столбиков без накида за задние стеночки петель. В конце ряда воздушную петлю вязать не будем. Мы этот ряд соединим в круг, и далее у нас будет вязание по кругу. Провязали, соединяем этот ряд в круг, заводим крючок в первую петлю и присоединим соединительной петлей. Слегка вот так подвытянем, и в ту же первую петлю вяжем первый столбик без накида. Провязали, до конца ряда вяжем еще 25 столбиков без накида, и 12 ряд у нас получается, мы вяжем без изменения 26 столбиков без накида. Провязали, новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд вяжем за задние стеночки петель. За передние стеночки мы будем потом провязывать нижнюю юбку платья. Итак, вяжем 26 столбиков без накида за задние стеночки петель. Провязали 13 ряд. Следующие 2 ряда вяжем без изменения, как обычно, за обе стеночки петель. Вяжем в каждом ряду по 26 столбиков без накида. 14 и 15 ряды. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 16. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. Повторим такую комбинацию всего 4 раза и закончим этот ряд 2 столбиками без накида. Провязали 16 ряд, итоговое количество петель в 16 ряду должно получиться 22. Следующий ряд
17. Этот ряд вяжем за задние стеночки петель. Провяжем так 22 столбика без накида. А за передние стеночки петель мы потом вывяжем нижнюю часть обертки букета. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 18 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 22 столбика без накида. С 18 ряда по 35 включительно. Провязали. Основной крючок вынимаем, берем крючок меньшего размера и заканчиваем наше вязание платья-футляра соединительной петлей. Провязали, рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь платья. Как я прячу те или иные хвостики при вязании амигуруми игрушек, напоминаю, я это подробно рассказываю и показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочка на это видео будет в описании под этим видео. Далее начнем вязание верхней, нижней юбки и нижней части обертки букета. Для начала будем вязать верхнюю юбку. Берем плюшевую пряжу цвет верхней юбки. Вязать верхнюю юбку будем за передние стеночки 11 ряда. С лицевой стороны платья, ровно вот тут вот посерединочке, находим стеночку петли, подхватываем ее, платье держим вот таким вот образом кверх ногами и фиксируем рабочую нить соединительной петлей. Присоединили крючком меньшего размера. Теперь берем крючок основной, вяжем воздушную петлю. И далее вязание будет столбиками с одним накидом. Делаем один накид и за ту же стеночку петли, куда мы провязали соединительную петлю и воздушную петлю, вяжем первый столбик с одним накидом. Далее за эту же петельку мы вяжем второй столбик с одним накидом. То есть этот ряд мы вяжем прибавками из столбиков с одним накидом. То есть за каждую стеночку петли провязываем по 2 столбика с одним накидом. И итоговое количество петель в первом ряду верхней юбки должно получиться 52. Провязали. Далее в первую петлю вяжем соединительную петлю. И хочу показать вам, как выглядит со стороны спинки. И вот так начало верхней юбки выглядит со стороны спины. Здесь вот образовалось вот такое вот отверстие. Оно нам не помешает. Итак, здесь мы соединили ряд соединительной петлей. И теперь слегка вот так вытянем, пока вытащим крючок. И теперь нам нужно здесь вот определить 2 серединные петли. Эти 2 петли мы провязывать не будем. Будем вязать следующие ряды поворотными рядами, для того, чтобы верхняя юбка платья у нас вот в этом месте вот так вот была раскрытой. Итак, ровно посерединочке получается последняя петля и первая петля. Итак, что мы делаем? Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. В первую петлю вяжем соединительную петлю, далее делаем накид и уже начинаем вязать 50 столбиков с одним накидом. Провязали до конца ряда, в конце остается одна петля, мы ее не провязываем. Вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Одной петли воздушной будет достаточно для подъема при вязании плюшевой пряжи. Далее делаем накид и вяжем еще 6 рядов. Вяжем уже без изменения. В каждом ряду по 50 столбиков с одним накидом. С 3 ряда по 8 ряд включительно.
конце каждого ряда вяжем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Я закончу эти ряды за кадром, вы закончите эти ряды самостоятельно. И сейчас я хочу вам показать начало вязания нижней юбки, потому что там тоже будет 7 рядов, потом без изменения нужно будет провязать. Это я тоже сделаю за кадром, вы самостоятельно. И далее я вам покажу начало вязания нижней части обертки букета. Там тоже будет 7 рядов без изменения, нужно будет провязать. И тоже я это сделаю за кадром, а вы сделаете это самостоятельно. И уже заканчивать будем полностью вязание куклы-букетика уже в заключительной части. Это будет следующая часть. Итак, берем плюшевую пряжу в цвет нижней юбки, берем желательно крючок меньшего размера и с задней стороны платья, также держа кверх ногами платья, заводим крючок в первую переднюю стеночку 13 ряда. В этом ряду также у нас остались незадействованными в вязании 26 передних стеночек петель. Фиксируем соединительной петлей, берем крючок основного размера, вяжем одну воздушную петлю, делаем накид. И здесь тоже мы в первом ряду вяжем прибавками из столбика с одним накидом. То есть за одну стеночку петли мы провязываем по 2 столбика с одним накидом. И итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 56. Ой, извините, должно получиться 52. Провязали 26 прибавок. В конце ряда делаем соединительную петлю, соединяем вязание в круг. Соединительная петля, вяжем одну воздушную петлю, делаем накид и в ту же петлю, куда мы провязали соединительную петлю, а потом от нее подняли воздушную петлю, вяжем первый столбик с одним накидом. И продолжаем вязать. Далее нужно будет провязать 7 рядов без изменения. В каждом ряду по 52 столбика с одним накидом. Со второго ряда по 8 включительно. В конце каждого ряда мы делаем соединение рядов соединительной петлей, вяжем воздушную петлю, делаем накид и продолжаем вязать точно так же, как вяжем в этом втором ряду. Закончу я все эти ряды за кадром, вы самостоятельно. И сейчас начнем вязание нижней части обертки букета. Берем плюшевую пряжу в цвет обертки, она должна быть таким же цветом, как и нижняя юбка платья. Далее, также с задней стороны подхватываем первую переднюю петелечку 17 ряда и фиксируем рабочую нить крючком меньшего размера соединительной петлей. Далее берем основной крючок, вяжем воздушную петлю, делаем накид. И здесь мы также первый ряд вяжем прибавками за каждую переднюю стеночку петли вяжем по 2 столбика с одним накидом. И всего провяжем так 22 прибавки, так как в 17 ряду у нас остались не провязанными 22 передние стеночки петель. И итоговое количество петель в первом ряду нижней части обертки должно получиться 44. Провязали, соединяем вязание соединительной петлей, первую петлю заводим крючок и вяжем соединительную петлю. Далее вяжем воздушную петлю, делаем накид и в ту же петлю, в которую мы провязали соединительную петлю, вяжем первый столбик с одним накидом. Далее
7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 44 столбика с одним накидом. С 8 ряда по 8 ряд включительно. И полностью закончим вязание куклы-букетика в следующей части. Кстати, нижнюю часть обертки букета я начала вязать вторым концом мотка, чтобы вот здесь не отрывать пряжу. Итак, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить пятую заключительную часть видео мастер-класса «Кукла-букетик». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!